Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная супруга Арчена. Намасте. Арчена уже хорошо вам известна. Арчена – это ясновидящая, богиня из Индии, древняя богиня, воплощенная в наше время на земле. Уже много важных посланий Арчена передала людям. Интерес, который люди проявляют, огромный. Послание, которое Арчена сообщает, это не просто какая-то сухая информация, какие-то цифры о том, что произойдет. Нет, гораздо важнее в них сам смысл эмоциональный, духовный, умственный, который несет божественное нашей планете. Интерес сейчас в мире огромный к таким темам, как Россия, Америка, вакцина, коронавирус и так далее, и так далее. Все это мы освещаем на нашем канале, потому что это волнует вас больше всего. Но внутри этих тем, я прошу вас слышать это, внутри этих тем содержатся самые важные послания о нас, о людях, о том, что важно каждому из нас. Сегодня мы избрали темой нашего сюжета личность, которая наиболее, наверное, значимая сейчас в мире, потому как она определяет вообще движение, ход истории. Это американский президент Дональд Трамп. Ну и вообще, наверное, такая самая, наверное, яркая личность, которая интересна многим. Как бы Дональд у всех на виду, и все понимают вроде бы, кто это, но на самом деле не понимают. И до сих пор у массы людей вопросы, как говорится, как раньше говорили, who is Mr. Putin? На этот вопрос мы постарались ответить, насколько это возможно, в нашем предыдущем видео. А сейчас мы поговорим who is Mr. Trump, потому что интересно понять, каково же нутро этого человека, каковы же его на самом деле устремления. Ну и, конечно, мы поговорим о Трампе вне отрыва от темы США. Итак, дорогая, мой первый вопрос будет о том, какова энергия этого человека. То есть, по-нашему, по-русски говоря, какова суть, что он несет в мир, каковы его основные качества. Who is Mr. Trump? What is the energy contains this person? Like everything, Trump's energy is not only black or white. Ну, так как и у каждого, у Трампа энергия не только белая или черная. But here we will be exposing what are the most dominant energy of this person. Но сейчас мы поговорим о наиболее основных качествах этого человека. Donald Trump, he holds a very massive energy of victory, of success, of achievements. Наибольшая его энергия выражается через достижение, через успех, стремление побеждать. When this person has some goal in his mind, there is no turning way for him, there is no turning back. То есть, когда у этого человека есть, он видит какую-то цель, он не может свернуть, он должен ее достигнуть. And at the same time, Trump has a lot of personal betrayals. Но в то же время у Трампа есть личное предательство по отношению к самому себе. And this energy is quite very strong. It is showing me that Trump has a lot of, unfortunately, emptiness within inside. Энергия Трампа показывает, что внутри он сталкивается с огромной пустотой в себе. There's a lot of grief, there's a lot of tears inside him. Внутри Трампа есть много горя, есть много невыплаканных слез. And he's carrying a lot of emotional traumas which has not been healed. Внутри Трампа очень много эмоциональных травм, которые не были исцелены. And there is a strong energy of a suppression of all these emotions which has not been healed. And огромная энергия вот этой вот нереализованной, неизлеченной травмы. And also this person has unfortunately a lot of deceiving energy.
И, к сожалению, у этого человека очень много энергии лжи. And he has a lot of hidden tactics which he hides from people and really not revealing the truth. Очень много скрытной тактики, которую он использует и не показывает людям. And at the same time, he has a very powerful energy which he can really use in a right direction. Но в то же время у него большое количество энергии позитивной, которую он мог бы и может использовать в созидательном русле. But due to some factors, he is not able to use his power to the highest potential. Но по каким-то причинам он не использует эту энергию, не реализует ее в полной мере. And also this person's energy is like excessively, it's critically very demanding. И его энергия, она, к сожалению, критически требовательная, да. And this person can really hurt other people very easily. Это человек, который может очень легко обидеть другого. And this person has a lot of sadness inside. У этого человека очень много горя внутри, печали. And there's a lot of conflicts, inner conflicts within himself. И очень много конфликтов с самим собой. And also this energy of a really very aggressive and very defending energy. И эта энергия очень агрессивная, разрушительная. And I see the energy of this person. He is more operating all his life only through the first chakra, that is the root chakra. Я вижу, что большую часть своих поступков в жизни он определяет по животной чакре, относящейся к материальному исключительно миру. So when a person operates only through the root chakra, this person is very grounded, very materialistic. То есть это человек, который очень заземленный, такой хорошо стоящий на земле. And also I see this person, he's carrying a sword. It's an energetic sword. Я вижу, как он внутренне прячет меч, такой энергетический меч. And he's ready for the battle anytime. И он всегда, в любой момент готов воевать. And also cannot trust, unfortunately, this person very easily. Но, к сожалению, этому человеку нельзя верить. Because many details, the truth information are being hiding. Потому что очень много он прячет, не показывает. Хорошо, следующий вопрос мой о том, а что он несет миру? Что вот эта вот энергия, которую мы сейчас узнали, вообще какой его посыл миру? Что он несет? What is the intention of Trump to the world? I see his true intention, what he showed for the world and what he really feels deep within himself. It's a two different thing. Я вижу, что то, что он несет миру, и то, что он несет внутри себя, это две разные вещи. And one of his intention towards the world and towards the people of the world is to really to trap them. Он хочет всех поймать в свою ловушку. Yeah, and also it's mental slavery, mind slavery. То есть он хочет как бы поработить умы, сделать людей рабами своей воли. Which keeps people attached. То есть люди, чтобы зависели от него, attached to the system. Зависели от системы. It could be financial system, it could be banking system, it could be many, it can take many forms. Это может любые формы принимать. And they want to, the person, Trump, this is his true intention to really to give for people lack of freedom. Но на самом деле он не хочет давать людям свободу. Его цель сделать людей максимально управляемыми, зависимыми. And also to keep people really busy and to run for nothing, to run for material things. Очень хочет, чтобы люди были все заняты бесконечной скачкой за материальными благами. And to control the world and to control the mass population. И контролировать, все контролировать, вот его цель. Since this person doesn't have very balanced energy and he is Поскольку энергия его внутренняя абсолютно не сбалансирована, and he's projecting this
disbalanced energy towards the world. Он это все проектирует на окружающий мир. Yes, so when this energy is transmuted into the world, it brings a lot of disharmony, a lot of distable. Когда эта его энергия опрокидывается в мир, то она и туда транслирует вот этот вот дисбаланс, нестабильность. And also this energy will be leading more and more into this energy where the world is just like upside down. Вот эта вот личная его глубоко дисбалансированность, она все больше и больше будет приводить к дисбалансированности мира. Хорошо, примерно, наверное, многие именно так себе Трампа и представляют. Теперь мне интересно узнать, все-таки, ну, наверное, это не только мне, а очень многим людям интересно узнать, все-таки это независимый человек или это человек, который пляшет под чью-то дудочку, который исполняет чью-то волю, тех, кто стоит за ним. То есть принадлежит ли он к той верхушке мировой закулисы, как бы играет от их лица, или он выражает волю себя ли, людей ли. Давайте вот этот вопрос зададим ясновидящей Арчене. Трамп, he is really independent person, independent president, or he is doll in hands of secret society, or maybe some power stay behind of him. What do you see? I see that Trump, unfortunately, he is not independent. К сожалению, он не независимый человек. He has been working like a spy. Он действовал наподобие шпиона For these forces who is behind him. для той силы, которая находится за его спиной. And he feels very much like restrictions and entrapment because he don't have freedom and he's working for these forces behind. So he don't have any freedom to really express what he really wants. Он весь опутан ограничениями. Он не может по-настоящему сделать то, что он хочет сделать, поскольку он игрушка в руках тех, кто сзади кукловодит. And he has to do the things which has been told for him to do. Он должен делать то, что ему сказали делать. And this family, which I'm talking about, this family has a very deep tradition where this family has a very deep-rooted traditions which has been going from many centuries. Арчена говорит о том, что вот те семьи, которые стоят за Трампом, они уже существуют на протяжении столетий, и это они рулят за его спиной. And this family has a very deep family heritage. И у них очень древние традиции, ну, старые уже достаточно. And it's not only like one family who's into this. I see there are several allied families who's Я вижу, involved. что это не одна какая-то семья, а это группа семей элиты. And these people are really like they have this abundance of material wealth. Они все повязаны вот стремлением только одним к материальной власти, Which they have more than needed. которая у них уже и так больше, чем нужно. And it's like wanting of having more and more of this empire. Но это как империя, которая всегда хочет только расти, расти и никогда не насытиться. Хорошо, мой следующий вопрос касается всей этой истории Трампа с Россией, с шпионством. Все-таки шпионил он там в пользу России, не шпионил. Весь этот скандал, имеет ли у него какая-то вообще почва под ногами? Darling, what about situation with Trump, Russia, spy, all this scandal? What you see about this? It was really like this or not? What story you see? I see that Trump had he was in the beginning of process of building his empire in Russia.
Я вижу, что он был в начале процесса создания своей империи в России, And he had a lot of support from the Russian side. и у него была большая поддержка с российской стороны. And I see him, he was really working as a spy. И я вижу, что он действительно работал как шпион. And while he was in this process, he was at the same time trying to balance between Russia and USA. Он старался соблюсти свои интересы и в России, и в США. And something happened in this process while he was into this quite deeply. Но уже в стадии вот этой вот глубокой подготовки его бизнес-проектов что-то случилось там. There was a conflict which happened. Какой-то конфликт случился. And it was not a small conflict. This conflict was, it came to such an extent that he felt such a betrayal. То есть это перешло уже в такую стадию, когда произошел какой-то обман там. It was a very painful ending. И это было очень для Трампа болезненным окончанием этой истории. And this led him to have so much of anxiety and kind of like depression. И от этого случилась с ним и тревога, и беспокойство, и депрессия. And I see since from this time his energy shifted. И я вижу, что с того момента его энергия изменилась. And I see this energy started to disconnect. Его энергия стала рассоединяться с российскими интересами. This all happened in a very closed doors, behind the closed doors. And все это происходило как бы за закрытыми дверями очень. Many people are not aware of this truth. Большинство людей не в курсе абсолютно этой истории. Ну и что же интересно, после этого он на самом деле испытывает к России? Действительно он испытывает какие-то симпатии или нет? So what is real intention of Trump to Russia? He is like Russian spy still working for successful of Russia, or he is in different now moods? What is his intention about Russia? Now, when I look at Trump's energies, like I said earlier, this energy has been disconnected, and now he's not working as a spy for Russia anymore. Нет, он, конечно, давно уже не шпион для России. Now he has another intention towards Russia. Другие абсолютно сейчас интересы в отношении России. This intention of him is quite destructive now. Сейчас его направление к России разрушительное. What he really thinks about and his intention now is that he wants to bring really very destructive energies to Russia in every possible way. Любым путем он хочет теперь разрушить Россию. And to really to close, to bring end for all these natural resources, which is. Он хочет, чтобы в общем, российские ресурсы, российская база сырьевая, все это было разрушено. They want to put an end for it. He wants to put an end for Он it. хочет финала для России. This is his main intention towards Russia. Вот такая его основная теперь направленность по отношению к России. Ну хорошо, это можно понять. Он президент все-таки страны, которая находится в серьезном конфликте с Россией. А что по поводу граждан в самой Америке? Все-таки ему важны интересы простых американцев, он борется за них, сражается, или только вот эта вот закулиса ему важна? My next question about intention Trump to US people now, not about Russia, his own country. What is his intention? He is really wanna protect people. He is wanna fight for people's of USA interest, or he is only protect interest of the secret society who is behind of him. What is his real intention? Trump, as we discussed earlier, he is not independent. Как мы уже говорили ранее, он не независимый. Since he is working for this secret society, Поскольку он работает на эту мировую закулису, their main interest is to serve
for this society, for this community. Его интерес вот этих людей в первую очередь удовлетворить их интересы. What they project outside that they want to do. То, что они показывают снаружи, то, что они хотят сделать. This is very deceiving. Это все ложь. This is a lie. It's a manipulation. Это манипуляция и ложь. And unfortunately, the common people of United States, some of them, they really believe that the president is working for their country. К сожалению, многие люди верят, что действительно президент работает ради их страны. This is a lie. Это ложь. They are working for their own interests. Они работают на свои шкурные интересы. Конечно, всем интересно, кто победит на следующих выборах, они уже совсем скоро. Darling, who will be winning next election in US? I see more possibilities and more likely, and I see Trump will be again president of USA. Опять Трамп победит. Опять Трамп победит. Получается, что, значит, Америке еще 4 года с этим президентом, который защищает эту закулису. So what next 4 years America will be again with president who is protect the secret society? It's again like this? Yes. He will be ruling for another 4 years. Вот так, опять то же самое. Все понятно с Трампом, но интересно все-таки еще, наверное, всем узнать, на чем основан все-таки вот этот брак. Жена у него красивая, будем откровенны, и намного моложе его. Все-таки есть там любовь. И что там вообще происходит? Darling, what about marriage Trump and Melania? Is it really love or only material interest? On what is based this relationship? First of all, this relationship, it's a karmic contract. Во-первых, эти отношения это кармический контракт. То есть эти отношения, я поясню, они имеют какую-то базу еще в прошлых воплощениях и той, и другой души на земле. Тогда у них сложились какие-то узелки, которые им надо вместе развязывать. And this relationship, unfortunately, is not based on the true love. Как и предполагалось, не основаны эти отношения на настоящей любви. But both of these souls, they have agreed to come together. Но обе души приняли условия этого союза. To learn their own lessons to this relationship. Для того, чтобы получить свои собственные уроки, каждая из душ хочет получить какой-то свой урок, и ей нужен именно этот партнер. But currently what is going on is that there is a lot of depression here. Но я вижу, что там внутри присутствует очень много депрессии. And it's so much of mental stress what is going on. Очень большой ментальный стресс. There's again the same energy is repeating from Mr. Trump. There's a lot of manipulation here in this connection. Я вижу, что от Трампа опять-таки исходит большая энергия манипуляции. And it's always like a storm between them going on. Я вижу, что все время штормит между ними, все время шторм. It's not a balanced relationship. Абсолютно несбалансированные отношения. Ну так примерно и предполагал я, но хотелось бы все-таки еще узнать, кто-то из них счастлив от того, что они вместе. Трамп, or Melania, they are happy. They are happy. Somebody of them feels happy in this marriage? Unfortunately, no. Нет. No. Никто. There's a lot of healing which has to be done for Trump, because Trump he had a lot of personal betrayals, and he's carrying all this suppression. Очень большое исцеление требуется самому Трампу, потому что в нем огромные непролеченные травмы, психологические травмы,
тянущиеся, может быть, там из детства, может быть, из прошлых отношений. And this wounds which he is carrying inside, which is very deep И вот wounds, эти вот глубоко засевшие у него в душе занозы, this has to be cleaned and it has to be cleansed and it has to be healed. их надо было бы сначала вытащить и исцелить. И тогда уже были бы возможны какие-то счастливые отношения. Ясно. Ну что ж, информация о Трампе, я думаю, исчерпывающая. Мы узнали сегодня о том, что он будет снова президентом США. Мы узнали, что Трамп ненавидит Россию и хочет ей всяческого разрушения. Мы узнали о том, что Трамп действительно имел бизнес-интересы в России и работал в интересах, то есть давал какую-то информацию российским властям, которая от него требовалась на тот момент, однако же был предан той стороной в России, которая имела с ним дело, получил очень сильный удар, получил очень сильную обиду, и теперь всю эту обиду несет против России. Мы узнали о том, что Трамп не является независимым человеком, Трамп не является тем человеком, который отстаивает интересы простых американцев. Мы узнали, что за Трампом стоит тайная закулиса, те самые семьи, на которых он работает и которые интересы он продвигает. Мы узнали, что все, что делается на публику якобы ради людей, на самом деле делается для этой самой закулисы, которая находится за спиной Трампа. Все это мы сегодня узнали благодаря Арчене, благодаря ее ясновидению. Конечно, вы можете сказать, что о многом мы и так догадывались, это понятно, но, дорогие друзья, одно дело догадываться, а другое дело получить информацию из божественного истока. У меня, например, сегодня многое мне стало более ясно, более четко просматривается. В нашем следующем видео мы поговорим теперь о США, поговорим о США как о стране, узнаем, какие тайны скрываются в этой стране, какую энергию она несет миру, будет ли она лидером оставаться и в дальнейшем, каковы будут отношения США с Россией. Все это очень интересно, и об этом мы узнаем в нашем следующем видео. А сейчас давайте поблагодарим Арчену. Спасибо, Арчена. Thank you. Namaste. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и увидимся совсем скоро в наших следующих видео.